Налогообложение в сфере недвижимости на первый взгляд кажется сложной и запутанной темой. Где бы вы ни хотели приобрести жилье, вам придется столкнуться с налогами. Таиланд не исключение. Но сегодня мы, команда Лоян Грин Парк, расскажем главное о системе налогообложения страны и ответим на самые частые вопросы покупателей о налогах. Все налоги, связанные с недвижимостью, можно разделить на 4 группы. Налоги при покупке недвижимости, налоги при владении недвижимостью, налоги на получение дохода от сдачи недвижимости в аренду, налоги при продаже недвижимости. Но в каждом из них есть тонкости и детали, которые помогают законно сократить налоги владельцев недвижимости. В чем разница между leasehold и freehold? Есть ли подводные камни в налоговом резидентстве? Как оплачивать налоги? Эти и другие вопросы часто задают наши клиенты. Давайте, Ольга, начнем с самого первого налога на покупку. Расскажите, какие существуют формы собственности в Таиланде и какой налог? В Таиланде существуют две формы собственности на недвижимость. Это freehold и leasehold. Freehold – это аналог частной собственности в России. И при покупке недвижимости во freehold вы платите 6,3% стоимости недвижимости. И leasehold – это договор длительной аренды, 3 продления по 30 лет. При оформлении недвижимости в leasehold вы оплачиваете 1,1% стоимости недвижимости. До этого в Таиланде не было налога на владение недвижимостью, но с 2020 года он введен, но сейчас есть несколько тонкостей. Давайте расскажем про них. Ну, во-первых, очень важный момент, что этот налог распространяется только на готовые объекты. Если вы покупаете объект в строящемся проекте, то вы не должны его оплачивать до момента окончания строительства. Для этого вида налога тоже различается, какую форму собственности вы купили недвижимость. То есть, если вы покупаете его freehold и стоимость недвижимости меньше 10 миллионов, и вы покупаете для своего собственного проживания, вы не платите налог. Если стоимость недвижимости выше, чем 10 миллионов бат, и вы проживаете в этой недвижимости, вы платите налог только с той суммы, которая выше, чем 10 миллионов бат. Для примера возьмем, если стоимость вашей виллы 15 миллионов бат, то вы заплатите, и вы проживаете в ней, вы заплатите налог только с 5 миллионов бат по ставке 0,02%, то есть 0,02%. Если же вы покупаете недвижимость freehold, но вы ее покупаете с коммерческими целями, то есть вы ее сдаете в аренду, то вы оплачиваете налог по ставке 0,3%. Если же вы купили недвижимость в leasehold, то при этом собственником является компания-застройщик, и вы можете обсудить, кто будет оплачивать этот налог с компанией-застройщиком. Так как этот налог был предложен тайским правительством всего лишь год назад, сейчас еще нет четкой практики расчета и применения и выплаты этого налога, поэтому сейчас это находится еще в процессе, и мы будем держать вас в курсе. Подоходный налог. То есть, если вы сдаете свою недвижимость в Таиланде и получаете с нее доход, то вы должны заплатить подоходный налог. Он будет зависеть от того, являетесь вы резидентом Таиланда или вы не резидент. И также давайте расскажем про налоговые вычеты, которые у нас есть. Да, существует два варианта оплаты подоходного налога со сдачи недвижимости. Если вы не являетесь налоговым резидентом Таиланда, то вы должны заплатить 15% с полученной прибыли. Но тайское правительство дает возможность уменьшить выплачиваемый налог совершенно легально. Вы можете стать налоговым резидентом Таиланда. Это сделать очень просто. Вам понадобится всего лишь 4 документа. Это паспорт, миграционная карточка, адрес вашей недвижимости и документ о праве собственности. Оформление занимает 1-2 недели и по стоимости от 3 до 5 тысяч бат. При получении тайского Tax ID вы будете оплачивать всего лишь 5% от полученного дохода. Кроме того, существуют индивидуальные налоговые вычеты, которые позволяют уменьшить количество выплачиваемого налога. Из общей суммы полученного дохода вы также имеете право на стандартные вычеты. Какие это? Персональный вычет 30 тысяч бат на одного налогоплательщика в год. Второй – вычет расходов на аренду, это 30% от суммы ваших доходов. И в отдельных случаях вы можете получить вычет на содержание иждивенцев, супругов и детей.
Например, вы приобретаете односпальные апартаменты 45,4 квадратных метра в Лоян Грин Парк в Лис-Холт стоимостью 5 миллионов 675 тысяч бат. И ваш годовой доход по гарантированной программе 8% на 5 лет составляет 454 тысячи бат. При перечислении вам дохода управляющая компания удерживает 5% подоходного налога – 22 700 бат. Выдает вам форму PND-3. При сдаче декларации вы указываете ваши вычеты. Персональные вычеты – 30 тысяч бат. При покупке квартиры в Лис-Холт применяется вычет затрат на аренду за каждый год. 5 миллионов 675 тысяч бат на 30 лет – это срок заключения аренды Лис-Холт, равно 189 166 бат. Далее рассчитываем налогооблагаемую базу. 454 тысячи бат минус 30 тысяч бат минус 189 166 бат равно 234 834 бата. Расчет налога к уплате по прогрессивной шкале: сумма от 0 до 150 тысяч бат налогом не облагается. Сумма от 150 тысяч до 234 834 бат облагается налогом 5%, что составит 4241 бат. Итого сумма налога за год 4241 бат. Была оплачена форма PND-3 – 22 700 бат. Таким образом, сумма налога к возмещению 22 700 минус 4241 равно 18 458 бат. Вы можете зачесть аванс на следующий год или вернуть переплату на свой тайский банковский счет. Очень важный вопрос. Нужно ли платить подоходный налог, например, в своей стране и в Таиланде, если вы получаете доход здесь, в Таиланде? Очень хороший вопрос и хорошая новость для граждан России. Так как между Россией и Таиландом подписана конвенция о предотвращении двойного налогообложения, те налоги, которые вы заплатите в Таиланде, вам не нужно будет оплачивать в России. Но для граждан других стран вы должны уточнить, существует ли такая подписанная конвенция между Таиландом и вашей страной. И последний вопрос о продаже недвижимости. Какие налоги нужно оплатить, если вы все-таки решили продать свою недвижимость? Интересный вопрос. Если все-таки вы решили продать свою недвижимость, вы, конечно, должны будете заплатить налог. И его размер будет зависеть, как долго вы владели этой недвижимостью. Если вы владели более 5 лет, то вы заплатите только гербовый сбор в размере 0,5% стоимости недвижимости. Если вы владели менее 5 лет, то вы заплатите бизнес-налог 3,3% от продажной стоимости или от оценочной стоимости, от той, которая окажется выше в данный момент. Кроме того, вы должны будете заплатить налог на полученную прибыль. Этот налог рассчитывается по прогрессивной шкале. Например, вы приобрели односпальные апартаменты в ноябре 2020 года и решили их продать в январе 2023 года. Стоимость покупки и стоимость продажи для данного налога не имеют никакого значения. Налог будет рассчитываться по оценочной стоимости в земельном департаменте. Например, оценочная стоимость данной квартиры будет 7 миллионов 500 тысяч бат. Далее вам нужно сделать налоговый вычет, который будет рассчитываться исходя от продолжительности владения недвижимостью. Для этого есть специальная таблица. Итак, период владения 2 года 2 месяца будет приравнен к 3 годам. Следовательно, вычет будет составлять 77% от оценочной стоимости. Рассчитываем налогооблагаемую базу за весь период. 7 миллионов 500 тысяч бат минус 7 миллионов 500 тысяч бат умножить на 77% равно 1 миллион 725 тысяч бат. Далее получившуюся сумму нам необходимо разделить на количество лет владения. Чтобы рассчитать годовую налогооблагаемую базу, 1 миллион 725 тысяч бат на 3 года равно 575 тысяч бат. Далее рассчитываем годовой налог по прогрессивной шкале. 300 тысяч умножить на 5% равно 15 тысяч бат. 200 тысяч умножаем на 10%, получаем 20 тысяч бат. И остаток 75 тысяч умножаем на 15%, получаем 11 250 бат. Итого налог за год выходит 46 250 бат. И в конце годовой налог опять умножаем на количество лет владения. 46 250 умножаем на 3, получаем 138 750 бат.
Получается, в конечном итоге при продаже квартиры за 7 миллионов 500 тысяч вам нужно будет заплатить налог в размере 138 750 бат, что составляет 1,85%. Отметим, что все предоставленные данные актуальны на май 2021 года. Если у вас остались вопросы или вы интересуетесь нашим проектом Loyan Green Park, заполните форму обратной связи на нашем сайте, и наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время. А в следующем выпуске мы расскажем, какие документы следует запросить у застройщика при покупке недвижимости в Таиланде, нужна ли отельная лицензия для апартаментов, а также поделимся с вами последними новостями Loyan Green Park.